Хорошо, добро пожаловать обратно в веб-программирование на Python и JavaScript. И сегодня мы рассмотрим один из двух основных языков, которые мы будем рассматривать в этом курсе. В частности, мы будем рассматривать Python. Python очень мощный язык, который позволяет очень легко быстро создавать приложения, потому что в язык встроено множество функций, которые просто делают его удобным для быстрой и продуктивной разработки. Итак, одна из целей сегодняшнего дня – познакомить вас с языком программирования Python, если вы его раньше не видели. И даже если ты видел это раньше, чтобы дать тебе представление о том, что может предложить язык, рассмотрим некоторые из более продвинутых функций в некоторых техниках, которые мы можем использовать с помощью Python, чтобы иметь возможность разрабатывать приложения еще более эффективно. Итак, мы начнем с нашей самой первой программы на Python, просто программы, которая говорит «Привет, мир». Мы собираемся записать ее в текстовый файл. И программа выглядит просто как одна строка, вот так. И если вы раньше использовали другие языки программирования, такие как C, Java или другие языки, это, вероятно, выглядит довольно знакомо с точки зрения синтаксиса. Но просто чтобы разобраться в этом, у нас есть функция print, встроенная в язык программирования Python для нас. И как и во многих других языках программирования, функции в Python заключают свои аргументы в круглые скобки. Итак, внутри этих круглых скобок находится аргумент или входные данные для функции печати, которая в данном случае представляет собой просто слова «Привет, мир», за которыми следует восклицательный знак. Итак, вот как мы на самом деле можем взять эту программу и запустить ее. Я собираюсь зайти в свой текстовый редактор и создать новый файл, который я назову hello.py. .py или .py – это обычное расширение для программ на Python. Поэтому я создаю файл с именем hello.py, внутри которого будет просто код на Python, который мы видели мгновение назад. Мы вызовем функцию печати. И в качестве аргумента или ввода в функцию печати я скажу восклицательный знак «Привет, мир». Теперь, чтобы запустить эту программу, мы будем использовать программу в нашем терминале, которая также случайно называется Python. Python — это то, что вы могли бы назвать интерпретируемым языком, что означает, что мы собираемся запустить программу под названием Python, которая является интерпретатором, который будет читать наш файл. Py построчно. Исполняй каждую строку и интерпретируй то, что она означает, так, чтобы компьютер действительно мог понять. Поэтому мы запустим Python, за которым последует название программы, которую мы хотели бы интерпретировать, в данном случае hello.py. И когда мы запускаем эту программу, мы видим, что на терминале печатаются слова «Привет, мир». И это все. Это конец программы. И это самая первая программа, которую мы написали с использованием языка программирования Python. Так что теперь мы уже увидели пару особенностей Python. Способность интерпретировать Python, нет необходимости сначала компилировать его в двоичный файл, чтобы запустить программу на Python. Мы видели функции. И мы также видели строки, просто текст, который мы можем заключить в кавычки, которые мы можем предоставить в качестве входных данных для других функций. Или манипулировать другими способами. И мы увидим несколько примеров манипулирования строками немного позже. Как и многие другие языки программирования, Python также поддерживает переменные. И для того, чтобы присвоить переменной новое значение, синтаксис выглядит примерно так. Если у меня есть строка, подобная a равная 28, это будет означать, что нужно взять значение 28 и присвоить его. Сохранить внутри этой переменной, называемой a. Теперь, в отличие от других языков, таких как C или Java, с которыми вы, возможно, знакомы, где вам нужно указывать тип каждой создаваемой вами переменной, вы должны сказать, например, int a, чтобы означать, что и является целым числом. Python не требует, чтобы вы говорили, каковы на самом деле типы каждой из этих переменных. Так что мы можем просто сказать, что a равно 28, и Python знает, что поскольку это число является int, оно будет представлять переменную a как int, что оно знает. Оно может сделать вывод, какими типами могут быть любые эти значения. Значит, у всех ценностей действительно есть типы. Тебе просто не нужно явно указывать их. Так, например, вот это число 28 относится к типу int. Это целое число. В таком числе, как 1,5, есть десятичная дробь. Это число с плавающей запятой. Так что в Python это то, что мы могли бы назвать типом с плавающей запятой. Любой тип текста, что-то вроде слова «привет», заключенного либо в двойные кавычки, либо в одинарные кавычки, Python поддерживает и то, и другое. Это то, что мы бы назвали типом str, сокращением от string. У нас также есть тип для логических значений, вещей, которые могут быть как истинными, так и ложными. В Python они представлены с помощью заглавной буквы T true и заглавной буквы F false. Они относятся к типу bool. А также у нас есть специальный тип в Python, называемый типом none, который имеет только одно возможное значение – это заглавная буква none. И none в качестве значения мы будем использовать всякий раз, когда захотим представить отсутствие значения где-то. Так что если у нас есть функция, которая ничего не возвращает, она действительно не возвращает ничего эффективно. И поэтому ты можешь себе представить, что none может быть полезен, если ты когда-нибудь захочешь, чтобы переменная представляла отсутствие чего-то, например. Так много различных возможных типов, и есть еще больше типов, чем просто этот. Но вот выборка возможных переменных и типов, которые могут существовать внутри этого языка. Так что теперь давай попробуем на самом деле использовать
использовать переменную для того, чтобы сделать что-то немного более интересное внутри нашей программы. И мы напишем программу, которая сможет принимать входные данные от пользователя, например, для того, чтобы поздороваться с ним. Поэтому я создам новый файл. Мы назовем его name.py. И для начала я хотел бы предложить пользователю ввести данные. Я бы хотел предложить пользователю, например, ввести свое имя. Так как же мы можем это сделать? Ну, точно так же, как в Python встроена функция печати, которая просто выводит любой аргумент. В Python также есть встроенная функция, называемая input, которая запрашивает у пользователя ввод и просит его просто ввести некоторый ввод. Так что давай введем некоторые данные и попросим пользователя ввести свое имя, например. А затем мы сможем сохранить результат, вывод этой функции внутри переменной. И в этом случае я сохраню его внутри переменной, которая в данном случае тоже просто называется именем. Теперь мы можем запустить программу. Я могу запустить программу, зайдя в свой терминал и набрав Python name.py. Я нажму кнопку возврата. И мы увидим, что программа предложит мне ввести свое имя. Я вижу пробел с двоеточием в имени, который является той строкой, которую я предоставил в качестве аргумента функции ввода. И теперь мне предлагается ввести свое имя, что я и сделаю. И после этого, похоже, пока ничего не происходит. Так что теперь я хотел бы что-то сделать с этим вводом. Я ввел свое имя. Я хотел бы поздороваться, например, с самим собой. Так что я вернусь в эту программу. И теперь все, что я могу сделать, это сказать печатными буквами «привет» через запятую. А затем я могу произнести плюс имя. Этот оператор плюс в Python делает много разных вещей. Если у меня есть два числа, он сложит эти два числа вместе. Но с двумя строками plus действительно может объединить или объединить две строки вместе. Так что я могу объединить пробел через запятую с любым значением имени. Так что теперь я перезапущу эту программу. Python name.py. Набери мое имя. И теперь мы видим «Привет, Брайан» в качестве вывода программы. Так что это один из способов, которым вы можете манипулировать строками в Python. Еще один способ, довольно популярный в более поздних версиях Python 3, это метод, известный как использование строк F, сокращение от форматированных строк. И для того, чтобы использовать строки F в Python, это будет похожий, но немного другой синтаксис. Вместо того, чтобы просто заключать строку в двойные кавычки, мы поставим букву F перед строкой. И внутри строки я теперь могу сказать «привет» через запятую. И затем, если в форматированной строке, если я хочу вставить значение переменной, я могу сделать это, указав его в фигурных скобках. Так что я скажу здесь внутри фигурных скобок имя. Итак, вот что здесь происходит. Я говорю этой отформатированной строке подставить прямо здесь значение переменной. Поэтому я предложил пользователю для ввода ввести свое имя. Мы взяли его имя, сохранили его внутри этой переменной, называемой name. И теперь здесь, в этом операторе печати, во второй строке, я печатаю форматированную строку, которая состоит из запятой. А затем в фигурных скобках здесь я говорю, что вставляю значение имени переменной. И это приведет к тому, что вы возьмете любое имя, которое было предоставлено в качестве входных данных, и распечатаете его. И это немного более эффективный способ быстрого создания строк, вставляя в эти строки значения. Так что теперь я увижу точно такое же поведение, если я запущу Python name.py и предложите ему ввести мое имя. Я такой, Брайан. И тогда я увижу результат, например, «Привет, Брайан». Вот несколько способов, которыми мы можем работать со струнами, манипулируя струнами и комбинируя струны, используя эту технику. Таким образом, в дополнение к переменным Python также поддерживает все те же другие функции, которые являются основными для многих процедурных языков программирования, таких как условия, например. Так что давай теперь рассмотрим пример того, является ли число положительным, отрицательным или нулевым, например. Поэтому я создам новый файл, который назову conditions.py. И внутри conditions.py я сначала предложу пользователю ввести некоторые входные данные. Я скажу входной номер, чтобы означать «введите число». И мы сохраним этот ввод внутри переменной, которую я просто назову n. И теперь я могу задавать вопросы. Я могу сказать что-то вроде «если n больше нуля». Тогда печать n положительно. Итак, здесь происходит то, что у меня заболевание питона. И то, как работает условие Python, начинается с этого ключевого слова такого как if, за которым следует логическое выражение. Какое-то выражение, которое будет оцениваться как true или false, или что-то вроде true или false. Мы можем быть немного свободны в этом, как мы увидим позже. А затем двоеточие означает «хорошо», вот начало основной части оператора if. А в Python мы узнаем, что находимся внутри тела оператора if или внутри тела любого другого блока кода с помощью отступов. Так что в некоторых языках, таких как C, или в таких языках, как HTML,
которые мы видели пару лекций назад. Отступ не требуется компьютеру строго для анализа и понимания того, что находится внутри программы. В Python все по-другому. Отступ необходим, потому что отступ — это то, как программа знает, какой код находится внутри оператора if, а какой код находится за пределами оператора if. Таким образом, мы имеем, если n больше нуля двоеточие. А затем все отступы под if — это все тело оператора if. Это строки кода, которые будут выполняться, если это условие, это логическое выражение и больше нуля окажется истинным. Так что если n больше нуля, выведем положительное значение n. И тогда мы сможем добавить дополнительное условие. Я могу сказать что-то вроде. Я мог бы сказать что-то вроде. Иначе вывод n не будет положительным. Но я могу быть немного более конкретным. Здесь как бы две ветви. Одна, если n больше нуля, и еще один случай для обработки всех других возможных сценариев. Но на самом деле, что я хотел бы сделать, так это выполнить повторную проверку. На других языках это можно было бы назвать еще одним «если». Например, если это условие неверно, но это другое условие истинно. Python сократил это до просто elif и elif, просто сокращение от else if. Так что я могу сказать, что elif n меньше нуля, тогда давайте продолжим и выведем, что n отрицательно, а else выведет, что n равно нулю. Итак, идея здесь и сейчас заключается в том, что если n больше нуля, мы выполняем некоторую задачу elif. Другими словами, если оно не больше нуля, тогда мы проверяем, меньше ли оно нуля. В таком случае мы распечатываем это n как отрицательное. Иначе, если ни одно из этих двух условий не выполняется, оно не является положительным и не отрицательным. Единственная оставшаяся возможность состоит в том, что n равно нулю. Так что мы можем распечатать это n равным нулю. И поэтому мы могли бы хотеть, чтобы эта программа работала. Но посмотри, что произойдет, если я сейчас попытаюсь запустить conditions. Py. Даже если рассуждать логически в наших головах и смотреть на это сейчас, это, вероятно, кажется довольно логичным, если я выполню условие Python. Py набери число, я наберу, например, цифру 5, просто посмотри, что получится. Все в порядке, только что произошло что-то странное. И это наше самое первое исключение на Python, ошибка, которая возникает из-за того, что что-то пошло не совсем правильно внутри нашей программы на Python. И со временем ты начнешь узнавать, как анализировать это исключение, и понимать, что оно означает, и с чего начать отладку. Но научиться читать эти исключения и понимать, как с ними бороться, безусловно, очень ценный навык на вашем пути к тому, чтобы стать разработчиком Python. И поэтому давай посмотрим, сможем ли мы понять, о чем говорит это исключение. Часто я начинаю с того, что смотрю снизу. Я вижу, что там ошибка типа. Это именно то исключение, которое произошло. В Python есть много исключений, которые могут пойти не так, как надо, вещи, которые мы можем сделать, вызывают ошибки. В данном случае это ошибка типа, которая обычно означает, что существует некоторое несоответствие типов, что Python ожидал, что что-то будет одного типа. Но оказалось, что это другой тип. Так что давай попробуем понять, что бы это могло быть. Здесь написано больше синуса, не поддерживается между экземплярами стер, сокращением от string и int. Так что же это значит? Я думаю, это означает, что символ больше, чем который проверяет, больше ли одна вещь другой, не работает, если вы сравниваете строку с целым числом. И это, вероятно, довольно разумно. На самом деле нет смысла говорить, что строка больше или меньше целого числа. Когда мы говорим о большем или меньшем, обычно мы говорим о числах. Так что они оба должны быть целыми числами, например. Так почему же мы думаем, что большее — это сравнение строки и целого числа? Что же, теперь мы можем посмотреть немного дальше на трассировку, которая покажет, какие части кода действительно вызывают эту проблему. И в данном случае трассировка довольно короткая. Она просто указывает мне на одну строку одного файла. В файле говорится conditions. Py в третьей строке вот строка, которая вызвала исключение, если n больше нуля. Так в чем же здесь исключение? 0 очевидно является целым числом, потому что это просто целое число. И поэтому, если больше, чем думает, что сравнивает строку с целым числом, то n каким-то образом должно быть строкой. Даже если я ввел цифру 5, оно все равно должно думать, что n — это строка. Так почему же это может быть? Давай еще раз взглянем на код и посмотрим, сможем ли мы понять, что происходит. Похоже, этой функции ввода все равно, что ты вводишь. Она всегда вернет тебе строку. N каким-то образом заканчивается строкой, что довольно разумно, потому что функция ввода понятия не имеет, ввел ли я число, или я ввел букву, или я ввел другие символы в целом. Значит, input не знает, нужно ли возвращать свои данные в виде int, или в виде float, или в любой другой форме. Так что по умолчанию он просто вернет строку. Какие символы пользователь ввел в качестве входных данных? Так что я хотел бы сделать сейчас, чтобы заставить эту программу работать так, как я хочу, это взять это и преобразовать в целое число, или, так сказать, преобразовать в целое число. И я могу это сделать, используя функцию в Python, называемую int, которая берет что угодно и превращает это в целое число.
Так что здесь я могу сказать int, и затем в качестве аргумента функции int, ввода в функцию int, я просто включу все это выражение, номер ввода. Поэтому я попрошу пользователя ввести номер. Они вводят какой-то текст. Функция ввода возвращает мне строку. И эта строка будет служить входом для функции int, которая затем сохраняется внутри этой переменной, называемой n. Теперь, когда мы знаем, что n действительно целое число, давай попробуем запустить эту программу еще раз. Я вернусь в терминал, запущу Python Conditions. Py меня просит ввести номер. Я набираю цифру вроде 5. И ладно, похоже, это все равно не сработало. И это не сработало, потому что я не сохранил файл. Так что я пойду дальше и сохраню файл, попробую еще раз, наберу номер. И теперь мы видим, что n действительно положительное значение. Мы больше не получаем исключений. Мы смогли успешно запустить код и увидеть, что значение n положительное. И я мог бы попробовать это еще раз, чтобы протестировать другие условные ветви. Набери отрицательную единицу, например, чтобы увидеть, что n отрицательно. А в противном случае, если оно не является ни положительным, ни отрицательным, то мы знаем, что n равно нулю. И вот здесь мы впервые познакомились с условиями в Python, возможностью иметь несколько разных ветвей и выполнять разный код в зависимости от некоторого выражения, которое мы собираемся оценить как истинное выражение или ложное выражение. Хорошо, давайте взглянем на некоторые другие функции, которые будут присутствовать в языке Python. И одной из самых мощных функций Python являются различные типы последовательностей. Типы данных, которые хранят значения в какой-то последовательности или в целом в некоторой коллекции значений. Так что я продолжу и создам новый файл, который мы назовем sequences.py. И существует множество различных типов последовательностей, которые все подчиняются схожим свойствам. Но один из типов последовательностей — это тот тип, который мы уже видели, который представляет собой просто строку, например. Итак, если у меня есть имя, и это имя что-то вроде Гарри, например, и эта последовательность позволяет мне получить доступ к отдельным элементам внутри последовательности. И для того, чтобы сделать это очень похоже на массив на других языках, если вы сталкивались с ними раньше. Но я могу распечатать имя в квадратных скобках с нулем. Эта запись в квадратных скобках принимает последовательность, некоторую упорядоченную последовательность элементов, и дает мне доступ к одному конкретному элементу внутри этой последовательности. И поэтому, если у меня есть имя, похожее на строку, и я скажу имя в квадратной скобке 0, эффект от этого будет таким. Возьмите эту длинную последовательность и получите нулевой элемент. Во многих языках программирования и в программировании в целом мы часто начинаем считать с нуля. Так что самый первый пункт в последовательности — это пункт 0, второй пункт — пункт 1. Так что там легко немного ошибиться на одну ошибку. Но просто знай, что нулевой пункт имени должен быть первым символом в имени. И я могу видеть это наверняка. Если я запущу Python, я сохраню этот файл, запущу Python sequences.py. И то, что я получаю, это всего лишь первый символ имени Гарри, которым в данном случае является буква H. Если бы я вместо этого попросил распечатать символ 1, который был бы вторым символом в имени, если мы запустим программу, теперь я получу букву А. И этот тип индексации работает для многих различных типов последовательностей, не только для строки, которая так уж получилось представляет собой последовательность символов, но и для других типов. В Python, например, есть тип для списков данных. Так что если у меня есть последовательность данных любого типа, которые я хочу сохранить, я могу сохранить эту информацию внутри списков Python. Так что, может быть, вместо хранения одного имени у меня есть несколько имен, которые я хочу сохранить. Поэтому я хочу сохранить такие имена, как Гарри, Рон и Гермиона, например. Так что теперь у меня есть 3 имени, хранящихся в последовательности внутри списка Python. И я могу. Ты знаешь, я могу распечатать все имена, например, просто распечатать все имена, чтобы увидеть, чему равно значение имен переменных. И мы увидим, что когда я это сделаю, я получу распечатку содержимого этого списка. Гарри, Рон, Гермиона именно в таком порядке. Но ты мог бы также точно так же, как ты мог бы индексировать в строку, индексировать в список, чтобы сказать: достань мне только самый первый элемент в этом списке имен, который в этом случае, когда я запускаю программу, будет просто Гарри. Итак, существует множество различных типов последовательностей, которые вы можете использовать для представления данных. Еще один просто так получилось, что он называется кортежем. И кортеж часто используется, если у вас есть пара значений, которые не собираются меняться, но вам нужно сохранить пару значений, например, 2 значения вместе, или 3 значения вместе, или что-то в этом роде. Ты мог бы представить себе, что если бы ты писал программу для построения графиков, например, в 2 измерениях, ты мог бы захотеть представить точку в виде значения x и значения y. А ты мог бы создать для него 2 переменные. Я мог бы сказать: давай я сделаю, скажем, координату x, которая будет равна 10,0, а координата y равна 20,0. Но сейчас я создаю 2 переменные для того, что на самом деле является одной единицей,
которое просто так получилось состоит из двух частей. И поэтому, чтобы представить это, мы можем использовать кортеж в Python и просто сказать что-то вроде координата равна 10,0, 20,0. Так что в то время как в списках мы используем квадратные скобки, чтобы обозначить, где начинается список и где заканчивается список. В кортеже мы просто используем скобки, чтобы сказать, что мы группируем несколько значений вместе, мы группируем одно значение. 10,0 со вторым значением 20,0. А теперь мы можем передавать эти два значения как единое целое, просто ссылаясь на них, используя одно имя, которым в данном случае является координата. Так что существует множество различных типов этих различных последовательностей. И некоторые из этих последовательностей, на которые мы рассмотрим, это вот эти структуры данных. Так что список, например, это последовательность изменяемых значений, на которую мы взглянули. И изменяемый — это просто означает, что мы можем изменять элементы в списке. Если у меня есть список, я могу добавить что-то в конец списка, я могу удалить что-то из списка, я могу изменить значение внутри списка. Кортеж, с другой стороны, это последовательность неизменяемых значений, эти значения нельзя изменить. Вы не можете добавить другой элемент к существующему кортежу. Для этого вам придется создать новый кортеж. А ведь существуют и другие структуры данных. Пара, на которые мы сейчас рассмотрим, включают наборы, представляющие собой набор уникальных значений. Так что если ты знаком с множествами из мира математики, это очень похожая идея, что в то время как список в кортеже хранит вещи в определенном порядке, набор не хранит вещи в каком-либо определенном порядке. Это всего лишь коллекция. И в частности, все ценности должны быть уникальными. В списке или в кортеже одно и то же значение может появляться несколько раз, а в наборе каждое значение появляется ровно один раз. И у наборов есть некоторые преимущества, некоторые способы, которыми вы можете сделать свои программы более эффективными, используя наборы. Если вы знаете, что вам просто нужна коллекция, если вас не волнует порядок, если что-то только ты появишься максимум один раз, тогда ты сможешь использовать набор, чтобы потенциально сделать свои программы немного более эффективными и немного более элегантно оформленными. И, наконец, еще одна довольно мощная структура данных, которая будет неоднократно обсуждаться в ходе этого курса – это словарь. В Python сокращено до простого dict, который представляет собой набор того, что мы будем называть парами ключ-значения. И мне нравится думать об этом как о реальном физическом словаре, который вы можете найти в библиотеке, который сопоставляет слова с их определениями. В физическом словаре ты открываешь словарь, ищешь слово и получаешь определение. И диктант на Python будет очень похож. Это будет структура данных, в которой я могу искать что-то по одному ключевому слову или одному значению и получать в результате какое-то другое значение. Мы называем то, что я ищу, ключом. И мы называем то, что я получаю, когда я ищу значение. Поэтому мы сохраняем пары ключей и значений. В случае реального словаря в реальном мире ключом является слово, которое мы хотим найти, а значение его определения. Но мы можем использовать это в более общем плане в Python в любое время, когда захотим сопоставить что-то с каким-то другим значением, чтобы мы могли очень легко найти это значение внутри этой структуры данных. Значит, мы увидим примеры из словарей. Так что давайте теперь рассмотрим первую из этих структур данных, эти списки, чтобы понять, что мы можем сделать, воспользовавшись преимуществами функций, которые дает нам список Python, например. Так что мы пойдем дальше и создадим новую программу, которую я назову lists.py. А вот здесь я просто создам список имен. Так что имена равны Гарри, Рону, Гермионе и Джинни, например. И поскольку я начинаю писать несколько строк кода, особенно по мере того, как мои программы на Python начинают становиться длиннее, может быть хорошей идеей задокументировать то, что я делаю. Чтобы я мог сказать, позволь мне добавить комментарий к этой конкретной строке кода, просто чтобы я знал, что именно я сделал в этой строке кода. А в Python есть несколько различных способов создания комментария. Но самый простой способ — это просто использовать знак фунта или хэштег. Как только ты включаешь это, все, что после этого до конца строки, становится комментарием. Переводчик проигнорирует этот комментарий. Ты можешь говорить все, что захочешь. Это больше для тебя, программиста, и для того, кто читает твою программу, чтобы иметь возможность взглянуть на программу, понять, что она говорит, и понять, что им нужно с этим делать. Поэтому я могу просто сказать: определи список имен, например, просто для того, чтобы мне было ясно, что именно я сделал внутри этой строки кода, чтобы я мог распечатать этот список имен, как мы уже делали раньше. И мы увидим, что когда я распечатаю этот список имен, я получу: «О, дай мне бежать лист. Py». Что я получаю, так это этот список: Гарри, Рон, Гермиона и Джинни. Но я мог бы также распечатать, как мы уже видели, только первое из этих имен. Скажем, распечатать только имена в квадратных скобках с нулем, и в этом случае я получу просто Гарри, например. Но теперь вспомни, что список изменчив. Я могу изменять элементы, которые случайно существуют внутри этого списка, чтобы я мог произносить имена. Добавил новое имя, что-то вроде Драка, например.
И поэтому в списках есть ряд встроенных методов или функций, которые являются функциями, которые я могу запускать в существующем списке для доступа к определенным элементам списка или для изменения списка определенным образом. А в случае списка метод добавления — это метод или функция, которые я могу запустить и которые просто добавляют значение в конец существующего списка. Итак, я добавил драка в список. И есть ряд других методов, которые я могу использовать в списках, одним из которых является, например, сортировка списка. Нет необходимости писать собственный алгоритм сортировки для того, чтобы отсортировать последовательность объектов. В Python есть встроенный метод сортировки, который работает со списками, где я могу просто произносить имена. Сортировка. Это автоматически отсортирует все в списке. А теперь, если я распечатаю все эти имена, распечатаю их и избавлюсь от этого старого заявления о печати, теперь мы видим, что мы получаем 5 распечатанных имен. Потому что изначально в этом списке было 4 элемента, но затем я добавил 5. А теперь обратите внимание, что они на самом деле расположены в алфавитном порядке, начиная с дракой и заканчивая роном. Потому что я смог отсортировать список, изменив порядок, в котором эти элементы на самом деле отображаются. И поэтому список определенно может быть довольно мощным в любое время, когда вам нужно хранить элементы по порядку. Список — это определенно полезный инструмент, который дает вам Python. Если тебя не волнует порядок элементов, и если ты знаешь, что все элементы будут уникальными, то ты можешь использовать набор, который представляет собой другую структуру данных Python, которая работает аналогичным образом. Синтаксис немного другой. Так что давай приведем пример с ними. Я создам новый файл, назовем его sets.py. А давай я сначала создам пустой набор. И мы можем сделать это, просто сказав, что s равно s будет переменной, в которой будет храниться мой набор. И я скажу set, а затем заключу его в скобки. Это просто создаст пустой набор, в котором просто так получилось, что внутри ничего нет. Теперь мы добавим в набор некоторые элементы, чтобы я мог сказать s. Давай добавим в набор номер 1. Давай добавим номер 2. Давай добавим этот номер 3. И давай добавим номер 4. И тогда мы сможем распечатать набор, чтобы посмотреть, что находится внутри набора прямо сейчас. Теперь, когда я запускаю эту программу Python sets.py, мы видим, что внутри набора находится 4 значения. 1, 2, 3, 4. Они расположены по порядку. Но наборы естественным образом не упорядочены. Они не всегда будут следить за тем, каким будет порядок. Но я могу добавить, например, если я снова добавлю 3 к набору, то теперь я добавил 3 к набору дважды. Я добавил 1, 2, 3, 4, а затем снова 3. Когда я распечатываю содержимое набора, он по-прежнему содержит только элементы 1, 2, 3, 4. Ни один элемент никогда не появляется дважды в наборе, следуя математическому определению набора, где ни один элемент никогда не появляется более одного раза внутри набора. Ты также можешь удалять элементы из наборов. Так что если бы я хотел, например, удалить номер 2 из набора, я мог бы сказать s. Rim2, а затем распечатать s, чтобы сказать распечатай все, что сейчас находится внутри этого набора. А теперь, когда я перезапускаю эту программу, я получаю только 1, 3 и 4, потому что я удалил 2 из набора. Таким образом, наборы позволяют добавлять к ним, удалять из них. А также все последовательности, будь то строки, списки или наборы, позволяют вам узнать, сколько элементов находится в наборе, используя встроенную в Python функцию, называемую len. Итак, len, мы дадим тебе длину последовательности, то есть количество элементов внутри списка, или количество символов внутри строки, или количество элементов внутри набора. Так вот, если бы я хотел распечатать, сколько элементов в наборе, я мог бы сделать что-то вроде этого. В форматированной строке предположим, что набор содержит некоторое количество элементов. А откуда мне знать, сколько элементов? Ну, опять же, внутри этих фигурных скобок я могу включить любое выражение на Python, которое я хотел бы подставить в эту строку. Так, сколько же элементов в наборе? Я могу получить это, вычислив len из s. Итак, что я здесь сделал? Я сказал с помощью len of s, что я хотел бы рассчитать длину набора, s, другими словами, сколько элементов на самом деле находится внутри этого набора. А затем, используя эту нотацию в фигурных скобках, я говорю: возьми это число и вставь его в эту строку, чтобы мы могли видеть, что набор состоит, например, из некоторого количества элементов. Так что теперь, если я запущу эту программу Python sets.py, я вижу, что получаю эти 3 элемента, которые прямо сейчас находятся внутри набора, то есть 1, а затем 3, а затем 4. А потом это говорит мне о том, что внутри набора есть 3 элемента, то есть столько элементов,
сколько есть в наборе прямо сейчас. Так что теперь мы увидели множество различных языковых функций внутри Python. Мы увидели переменные, мы увидели условия, чтобы мы могли условно делать что-то, если что-то верно, если верно что-то другое. И мы видели некоторые структуры данных, которые являются основой работы Python, списки, наборы, кортежи и другие структуры данных, которые тоже могут быть полезны. А теперь давайте рассмотрим еще одну особенность языка программирования Python, общую для многих языков программирования, идею зацикливания. Если я хочу иметь возможность делать что-то несколько раз, я пойду дальше и создам новый файл с именем loops.py. А давай просто создадим простую петлю. Самый простой цикл, который мы могли бы создать в Python, это просто цикл, который будет подсчитывать кучу чисел. Так что для того, чтобы это сделать, я мог бы сказать примерно следующее. Для меня через раз, два, три, четыре, пять, или может быть я хочу сосчитать 0, 1, 2, 3, 4, 5, просто чтобы начать считать с нуля, выведи я. Итак, вот базовый синтаксис цикла Python. И вот что похоже происходит. Вот здесь в самой первой строке у меня есть список Python, обозначенный этими квадратными скобками, который содержит 6 чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь у меня есть цикл for для i в этом списке. И то, как Python интерпретирует это, означает, что нужно просматривать этот список по одному элементу за раз. И для каждого элемента называйте этот элемент первый. Ты мог бы назвать его как угодно. Но в данном случае i это просто обычный выбор для числа, которое постоянно увеличивается. И сейчас мы собираемся распечатать значение i для каждой итерации этого цикла. Так что мы попробуем это прямо сейчас и запустим Python loops.py. Мы видим 0, 1, 2, 3, 4, 5. Здорово, он распечатал все числа от 0 до 5 по одному за раз. Однако на практике, если бы мы хотели сосчитать до 5 или напечатать, например, 6 чисел, это пока нормально. Но если бы мы хотели напечатать 100 или 1000 чисел, это начало бы утомлять. Так что в Python есть встроенная функция, называемая range, где я могу сказать, что я в шестом диапазоне, чтобы добиться точно того же самого. Шестой диапазон означает, что получи мне диапазон из 6 чисел. Так что если мы начнем с нуля, он будет идти от 0 до 5. А затем мы сможем распечатать каждый элемент внутри этой последовательности. Так что если я повторю запуск на Python loops.py, мы получаем 0, 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом, циклы позволяют нам перебирать последовательности любого типа. Так что если последовательность представляет собой список, я могу сказать что-то вроде: если у меня есть список имен, таких как Гарри, Рон и Гермиона, и это мой список имен, у меня может быть цикл, который говорит, что для каждого имени в моем списке имен давайте распечатаем это имя, например. Итак, у нас есть список. Список называется именами. Мы перебираем его по одному элементу за раз и распечатываем. Теперь, если я запущу программу, я увижу 3 имени, напечатанных по одному в каждой строке. И ты можешь сделать это и для других последовательностей. Может быть, у меня есть только одно имя, которое называется Гарри. И теперь у меня может быть строка, в которой говорится: для каждого символа в этом имени выводите символ. Если имя — это последовательность отдельных символов, потому что это строка, то когда я перейду к этой строке, я буду перебирать каждый отдельный символ в этой строке. Так что я могу запустить программу и увидеть по одной букве в каждой строке, каждую из букв, которые по счастливой случайности оказались внутри имени Гарри. Итак, теперь мы увидели условия. Мы видели циклы. А ведь мы видели множество различных структур данных. Мы видели списки и наборы, а также кортежи. Последняя важная структура данных, на которую мы собираемся взглянуть, это словари Python, которые, как вы помните, представляют собой некоторое сопоставление ключей со значениями. Если я хочу что-то найти, я могу использовать словарь Python просто как структуру данных, чтобы иметь возможность хранить такого рода значения. Поэтому я создам новый файл под названием dictionaries.py. А может быть, я хочу создать словарь, который будет отслеживать, скажем, в каком доме находится каждый из учеников Хогвартса. Так что у меня мог бы быть словарь под названием дома. И способ, которым мы определяем словарь, это указание ключевого двоеточия со значением, когда мы определяем словарь в первый раз. Так что я мог бы сказать, например, Гарри колон Гриффиндор, а затем Драко колон Слизерин. И поэтому эта строка кода создает новый словарь. Этот словарь называется «Дома». И внутри этого словаря у меня есть два ключа, две вещи, которые я могу посмотреть. Я могу посмотреть Гарри или я могу посмотреть Драко. И когда я смотрю на эти ключи, я получаю значение, которое следует за их двоеточием. Так что после Гарри, если я смотрю на Гарри, я получаю Гриффиндор, если я смотрю на Драко, я получаю Слизерин, например. Так что теперь, если я захочу распечатать, в каком доме Гарри, я могу распечатать дома Гарри в квадратных скобках. Так что я могу вот здесь, скажем, я хотел бы распечатать
Возьмите словарь домов. А обозначение в квадратных скобках – это то, как я смотрю что-то внутри словаря. Это похоже на то, как мы используем квадратные скобки для поиска определенного элемента внутри списка, чтобы сказать «достань мне нулевой элемент» или «элемент 1». В этом случае мы используем словарь Python, чтобы сказать возьмите словарь домов и посмотрите значение Гарри, которое, надеюсь, должно быть гриффиндорским. И мы увидим это, если посмотрим на Run Python Dictionaries. Мы действительно получаем Гриффиндор в качестве стоимости дома Гарри. Мы можем добавлять вещи и в этот словарь, используя тот же синтаксис. Точно так же, как я использую квадратные скобки для доступа к значению внутри словаря, если я хочу изменить значение в словаре или добавить в него что-то новое. Я мог бы сказать дома и Гермиона и сказать, что Гермиона тоже в Гриффиндоре, например. И вот эта строка кода здесь говорит: возьми словарь домов и поищи Гермиону в словаре домов. И когда ты это сделаешь, это значение должно быть равно вот этому значению Гриффиндор. Поэтому мы взяли это значение и собираемся присвоить его Гермионе внутри словаря, так что теперь, если бы мы захотели, мы могли бы распечатать и дом Гермионы, запустить программу и увидеть, что Гермиона тоже в Гриффиндоре. Так что в любое время, когда мы захотим сопоставить какое-то значение с каким-то другим объемом, независимо от того, сопоставляем ли мы людей с тем, в каком доме они находятся, или мы сопоставляем пользователей с некоторой информацией об этих пользователях внутри нашего веб-приложения, словари будут очень мощными инструментами для мальчик. Мы должны быть в состоянии это сделать. Следующая функция языка Python, которую мы рассмотрим, это функции на Python, которые позволят нам каким-то образом написать наши собственные функции, которые принимают входные данные и выдают некоторые выходные данные. Мы уже видели множество различных функций, которые уже существуют в Python. Мы видели функцию ввода, которая принимает входные данные от пользователя. Мы видели функцию печати, которая берет какой-то текст или какую-то другую информацию и выводит ее на экран. Но если мы хотим определить наши собственные функции, мы тоже можем это сделать. Так что здесь я пойду дальше и напишу новую программу, которая называется functions. А давай напишем функцию, которая берет число и возводит его в квадрат. Таким образом, квадрат 10 равен 10 умноженному на 10 или 100. Я бы хотел функцию, которая очень легко берет число и возвращает его квадрат. Я определяю функцию в Python с помощью ключевого слова def. Def – сокращение от define. И здесь я могу сказать, позволь мне определить функцию, называемую квадрат, а затем в скобках, какие входные данные она принимает. В этом случае квадрат принимает просто один входной сигнал, который я собираюсь назвать x. Но если бы входов было несколько, я мог бы разделить их запятыми, как x, y, z для функции, которая принимала 3 входных сигнала, например. Но в данном случае есть только один вход x, и квадратная функция может содержать любую логику, расположенную с отступом под квадратной функцией. Но в конечном счете эта функция довольно проста. Все, что она собирается сделать, это вернуть x умноженное на x умноженное на саму себя. И теперь, если я захочу распечатать целую кучу квадратов чисел, я могу это сделать. Я могу сказать, что для i в диапазоне, скажем, 10, давай выведем, что квадрат i равен квадрату i. Так что давай попробуем разобрать, что здесь происходит. В четвертой строке сказано, что для i в диапазоне 10 сделай несколько циклов 10 раз, зацикливаясь от 0 до 9. И каждый раз, когда мы делаем цикл, мы собираемся что-то распечатать. Мы собираемся распечатать квадрат. Вставьте значение i здесь это. Вставьте значение вызова нашей квадратной функции, используя i в качестве входных данных. Так что это будет результат выполнения этого цикла 10 раз и распечатки этой строки 10 разных раз, каждый с разным значением i. Так что я могу запустить Python Functions. И вот что я вижу. Квадрат 0 равен 0. Квадрат 1 равен 1, 2 равно 4 и так далее, вплоть до квадрата 9 равно 81. Итак, мы написали функцию и смогли ее использовать. Но в идеале, когда мы пишем функции, мы хотели бы, чтобы их можно было использовать не только в одном файле, но и для других. И как же мы можем это сделать? Ну, для того, чтобы это сделать, ты можешь импортировать функции, так сказать, из других модулей или файлов Python. Так что позволь мне создать новый файл под названием squares. Например. Так что вместо того, чтобы запускать этот цикл здесь, давайте вместо этого запустим этот цикл в squares. Опять же разделяя разные части моего кода. У меня есть один файл, который определяет квадратную функцию внутри функций а затем позвонил другой файл squares, где я на самом деле вызываю квадратную функцию.
Теперь, если я попытаюсь запустить Python Squares Py, вы заметите, что я столкнусь с ошибкой. Вот еще одна ошибка, которую вы будете видеть довольно часто. Это ошибка в имени, другой тип исключения. Здесь говорится, что квадрат имени не определен, что означает, что я пытаюсь использовать переменную или имя функции, или что-то еще, у чего на самом деле нет определения. Я никогда не говорил, что такое квадрат. И это потому, что по умолчанию файлы Python не знают друг о друге. Если я хочу использовать функцию, которая была определена внутри другого файла, мне нужно импортировать ее из этого файла. И я могу сделать это вот так. Я могу сказать, что из функции импортируется квадрат. Функции — это название этого файла functions, py. И я говорю, что из этого модуля Python я хотел бы импортировать квадратную функцию в качестве функции, которую я хотел бы использовать. Теперь я могу запускать Python Squares Py. И мы получаем результат, которого ожидаем, больше никаких исключений. Теперь я смог импортировать что-то из другого модуля и получить к нему доступ таким образом. Так что это один из способов импорта, буквально сказать из функции импортируйте квадратную функцию, импортируйте определенное имя, определенное внутри functions Py. Другой способ, которым я мог бы это сделать, это просто сказать импорт функции, просто импортируйте весь этот модуль. Но тогда мне нужно было бы сказать, вместо просто квадрат, мне нужно было бы сказать функции. Квадрат, что означает зайти внутрь модуля функций, получить квадратную функцию, запустить эту функцию. И это действовало бы точно так же. Итак, пара разных вариантов, я либо импортирую весь модуль целиком, и в этом случае я использую эту точечную нотацию, скажем, для доступа к определенной части этого модуля. Или я говорю из функции импортировать квадрат, чтобы просто полностью импортировать имя квадрат в этот файл, чтобы я мог просто использовать слово квадрат, когда захочу. И это работает не только для модулей, которые мы написали, но и для Python поставляется с большим количеством встроенных модулей. Если ты хочешь написать программы, которые взаимодействуют с файлами CV, которые представляют собой формат файлов электронных таблиц, я могу импортировать встроенный CV модуль Python, чтобы получить доступ к целой куче функций, связанных с CV. Есть целая куча функций, связанных с математикой, которые ты можешь получить, импортировав математический модуль и так далее и тому подобное. А также есть дополнительные модули и пакеты Python, которые ты можешь установить, написанные другими людьми. А затем ты просто импортируешь их, когда придет время. И в следующий раз, когда мы рассмотрим Django, это одна из техник, которую мы собираемся рассмотреть, использование функций, написанных людьми, которые не являются нами самими. Теперь это модули и то, как мы можем использовать модули, чтобы иметь возможность импортировать функции, чтобы обеспечить определенное поведение. И это один из способов, которым мы можем программировать с использованием языка программирования Python. Но еще одна ключевая техника, которую поддерживает Python и которая поддерживается рядом других языков программирования, это идея объектно-ориентированного программирования. Особого типа программирования или парадигмы программирования, так сказать, которая представляет собой способ мышления о том, как мы пишем программы. В объектно-ориентированном программировании мы думаем о мире в терминах объектов, где объекты могут хранить информацию, хранить некоторые данные внутри себя, а также поддерживать способность выполнять различные операции. Какие-то действия или методы или функции, как мы могли бы их назвать, которые могут воздействовать на эти объекты. Итак, теперь мы рассмотрим некоторые объектно-ориентированные возможности, которые даст нам язык программирования Python. Итак, Python поставляется с рядом встроенных типов. В нем есть типы для списков, в нем есть типы для наборов и так далее, и так далее. Давай представим, однако, что мы хотим создать новый тип в Python, каким-то образом представляющий другие типы данных. Например, двумерные точки, вещи, о которых мы говорили раньше, что-то, что имеет значение x и значение y. Теперь, как мы уже обсуждали, ты мог бы сделать это с помощью кортежа, просто используя одно число через запятую другого числа. Но мы могли бы создать целый класс объектов, чтобы иметь возможность представлять эту структуру данных. И вот на что мы сейчас посмотрим, так это на то, как создать класс на Python. Поэтому я создам новый файл под названием classes.py. И все, что представляет собой класс, это то, что вы можете думать о классе как о шаблоне для типа объекта. Мы собираемся определить новый класс, который называется point. А затем, после того, как мы определим, что такое точка, мы сможем создавать другие точки. Мы сможем создавать точки, например, для хранения значений x и y. Так что же нам нужно для того, чтобы создать класс? Ну, нам нужен какой-то способ сказать, что когда я создаю точку, что должно произойти. А в Python это определяется с помощью так называемого волшебного метода, называемого underscore init подчеркивание. А подчеркивание init — это метод или функция, которая будет автоматически вызываться каждый раз, когда я пытаюсь создать новую точку. И эта функция принимает пару аргументов. Все функции, которые оперируют самими объектами, иначе известные как методы, будут принимать первый аргумент, называемый self.
И этот аргумент self представляет рассматриваемый объект. И это будет важно, потому что нам нужна не просто одна переменная с именем x для хранения координат точек x, или одна переменная с именем y для хранения координат y, потому что две разные точки могут иметь разные значения x и разные значения y. И мы хотим иметь возможность хранить их отдельно. И мы собираемся хранить их внутри самого объекта. Так что эта переменная self ссылается на объект, с которым мы в данный момент имеем дело. И она может измениться в зависимости от того, с какой точкой мы взаимодействуем в любой момент времени. Какие еще входные данные нужны точке? Ну, точке также нужно значение x и значение y. Поэтому, когда мы создадим точку, мы собираемся предоставить этой точке значение x и значение y. А теперь что нам нужно сделать, чтобы сохранить все эти данные внутри точки? Хорошо вспомни, что self представляет саму точку. И поэтому, если мы хотим хранить данные внутри этой точки и позволить этой точке хранить свои собственные значения x и y, тогда нам нужно хранить эти данные внутри себя, так сказать. И для того, чтобы сделать это, мы можем использовать эту точечную нотацию, чтобы сказать self. X равно тому, каким бы ни был этот входной x. А self y равно тому, каким бы ни был этот аргумент y. И эти значения x и y, их можно называть как угодно. Их можно просто назвать, например, вход 1 и вход 2. И тогда ты просто отразил бы их здесь. Важно то, что эти два входных значения хранятся внутри самой точки в свойствах, которые мы будем называть x и y. Хорошо, это было немного абстрактно. Но теперь давай посмотрим, как мы могли бы это использовать на самом деле. Если я захочу создать новую точку, называемую π, я могу сказать, что π равно точке. И тогда аргумент self будет предоставлен автоматически. Мне не нужно беспокоиться об этом. Но мне действительно нужно ввести ввод 1 и ввод 2, значение x и значение y. Так что я пойду дальше и введу значение x равное 2 и значение y равное 8, например. Итак, теперь я создал эту точку. И теперь, когда у меня есть точка, я могу распечатать информацию об этой точке. Я могу распечатать значение x точки. И я могу распечатать значение y точки. Опять же, я использую эту точечную нотацию, чтобы сказать: войдите в точку и получите доступ к данным, которые хранятся внутри этой точки. Получите доступ к ее значению x и получите доступ к ее значению y. Так что теперь, когда я запускаю эту программу Python Classes, то, что я получаю, это 2 в первой строке, то есть значение x, а затем 8 во второй или 8 во второй строке. Это и есть значение y. Итак, у нас есть функция, называемая init, которая создает точку, сохраняя два входных данных внутри объекта, внутри свойства, называемого x, и свойства, называемого y. Так что позже я могу создать точку, которая неявно вызывает эту функцию инициализации. И после того, как мы создадим точку, я смогу получить доступ к данным внутри нее. Я могу сказать: распечатай все, чему равен π. X, распечатай также все, чему равен π. Y. Это был довольно простой пример создания класса. Просто создание класса для представления точки значения x и y. Давай рассмотрим более интересный пример. Давай представим, что мы пытаемся написать программу для авиакомпании, в которой авиакомпании необходимо отслеживать бронирование пассажиров на рейс и следить за тем, чтобы ни один рейс не был перебронирован. Мы не хотим, чтобы на рейсе было больше пассажиров, чем вместимость этого рейса. Так что давай определим новый класс, который мы будем называть рейсом. И на этот раз метод инициализации будет использовать только один аргумент, отличный от self, а именно емкость. Каждому рейсу нужна какая-то емкость, чтобы знать, сколько человек может поместиться в самолете. И поэтому я сохраню это внутри значения, называемого self. Вместимость равна вместимости. А какую еще информацию нам нужно хранить о рейсе? Ну что же, у рейса есть вместимость. И в нем также есть все пассажиры рейса. И поэтому мы могли бы представить это по-разному. Но мы знаем, что списки можно использовать для того, чтобы хранить последовательность значений. Так что мы пойдем дальше и просто создадим список, который будет храниться в self. Passengers, который будет равен пустому списку. Итак, мы начнем с пустого списка пассажиров. Так что теперь, если я хочу создать рейс, я могу сказать рейс равен, а затем рейс — это название класса, а затем указать вместимость. Я могу сказать, что вместимость 3 человека означает, что в этом рейсе могут лететь 3 человека, но не более 3. Это и есть вместимость, потому что это аргумент, который указан внутри этой функции инициализации. И когда я это сделаю, я автоматически получу этот пустой список пассажиров. Так что теперь давай подумаем о том, какие методы или какие функции мы могли бы выполнять, когда дело доходит до полета.
Так что одной разумной функцией для добавления была бы функция, которая говорит: хорошо, давайте добавим пассажира на рейс, если я хочу, чтобы кто-то новый отправился в рейс. Так как же это можно сделать? Хорошо, давай определим новый метод, также известный как функция для этого класса полета, который называется «добавить пассажира». Этот метод можно называть как угодно. Поскольку этот метод будет работать с отдельным объектом, нам нужен какой-то способ ссылки на сам этот объект. Поэтому мы снова будем использовать ключевое слово self. И когда мы добавляем пассажира, нам нужно добавить пассажира по имени. Поэтому мне нужно указать и его имя, так что теперь здесь я хочу добавить это имя в список пассажиров. Как мне получить доступ к списку пассажиров? Ну что же, у меня есть доступ к самому себе, к объекту самого себя. И я храню пассажиров внутри себя, в себе. Пассажир — атрибут этого объекта. А сам пассажир — это список, который изначально начинается как пустой список. Но если я хочу добавить что-то в конец списка, мы уже видели, что для этого я могу сказать сам пассажир, добавить имя. Так что это добавит кого-то нового в конец этого списка пассажиров. А теперь скажи, что здесь потенциально может пойти не так. Ну, каждый раз, когда мы вызываем эту функцию добавления пассажиров, мы будем добавлять в конец списка пассажиров это имя. Но мы не учли вместимость рейса. В идеале наша функция добавления пассажиров не должна позволять добавлять кого-то на рейс, если рейс уже заполнен. Так что здесь есть ряд вещей, которые мы могли бы сделать. Мы могли бы просто проверить это внутри этой функции. Но просто для наглядности давай создадим новую функцию. Давай добавим новую функцию под названием «Открытые места», которая будет возвращать количество свободных мест в самолете. Кроме я нет других входных данных, которые нам нужны, чтобы рассчитать, сколько свободных мест в самолете. Единственное, что нам нужно знать, чтобы рассчитать свободное место, это то, что нам нужно знать вместимость минус количество пассажиров. Помни self. Passengers — это наш список всех пассажиров. И в любой момент, когда у нас есть последовательность, чтобы получить длину этой последовательности, я могу сказать len. Или длину этой последовательности, чтобы сказать, сколько там пассажиров. Теперь у нас есть функция, называемая «открытые места», которая вернет вместимость минус количество пассажиров и сообщит нам, сколько свободных мест. А теперь в эту функцию добавить пассажира я могу добавить некоторую дополнительную логику. Я могу сказать, если не self, open подчеркивание seats. Так что это эквивалентно тому, что я говорю в этом случае, например, если self open подчеркивание seats равно нулю, то есть свободных мест нет, более питонический способ, так сказать, выразить эту идею, просто сказать, если не self open подчеркивание seats. Другими словами, если свободных мест больше нет, то что нам делать? Мы должны вернуться. И может быть ты можешь себе представить, что эта функция добавления пассажира возвращает значение true, если ей удалось успешно добавить пассажира, и false в противном случае. Так что в этом случае я могу вернуть значение false, чтобы сказать, знаешь что? Свободных мест недостаточно. Позволь мне вернуть значение false из функции, чтобы указать, что произошла какая-то ошибка. Но в остальном, если есть свободное место, мы можем добавить пассажира и вернуть значение true, чтобы означать, что все было в порядке, мы смогли успешно добавить пассажира. Теперь у нас есть эти три функции: инициализация, которая создает новый рейс, добавление пассажира, которое добавляет нового пассажира на этот рейс, и открытые места, которые говорят нам, сколько свободных мест есть. А теперь давай воспользуемся этими функциями, чтобы фактически добавить несколько пассажиров на этот рейс. Дай мне список людей. Мы назовем Гарри, Рона, Гермиону и Джинни. А теперь позволь мне перечислить всех этих людей. Для каждого человека в этом списке людей давай попробуем flight. Это подчеркивание passenger person. И мы сможем сохранить результат, например, в переменной success. И тогда я могу сказать, что если успех, то давайте распечатаем, что мы успешно добавили человека в полет. Но в противном случае, давайте распечатаем, что свободных мест для этого человека нет. Так что же здесь происходит? У нас есть список людей, 4 человека. И для каждого из этих людей мы попробуем добавить пассажира на рейс, вызывающий flight. Это подчеркивание passenger вызывает этот метод, передавая в качестве входных данных имя человека и сохраняя результат true или false в этой переменной, называемой success. Если успех верен, мы распечатываем, что добавили их успешно. В противном случае мы распечатываем, что для этого человека нет свободных мест. Так что теперь мы можем попробовать запустить эту программу. Я буду управлять Python Classes.
Py. И теперь мы видим, что успешно добавили Гарри, Рона и Гермиону в полет. Но рейс был рассчитан на троих, а это значит, что свободных мест для Джинни нет, что мы получаем в виде сообщения об ошибке на 4-й строке. Но если ты действительно пытаешься оптимизировать, ты можешь заметить, что на самом деле тебе не нужна эта переменная. Я мог бы просто взять все это выражение flight, add подчеркивание passenger person и поместить его в само условие. Я могу сказать попробуй добавить пассажира. Добавить пассажира вернет true или false. И если оно вернет true, это означает, что оно прошло успешно. И тогда я могу распечатать, что мы успешно добавили человека в рейс. Вот краткий обзор объектно-ориентированного программирования, этой техники в Python и других языках программирования для представления объектов, подобных этому конкретному рейсу, а затем для манипулирования этими объектами с использованием методов, таких как addPassenger. Метод, который берет рейс и добавляет в него людей, по крайней мере до тех пор, пока на этом рейсе есть свободное место. Это одна из многих мощных функций Python, которую мы обязательно рассмотрим позже в этом семестре и будем использовать при создании этих веб-приложений. А теперь есть пара заключительных примеров, на которые стоит взглянуть просто для того, чтобы дать вам некоторое представление о некоторых других функциях, доступных в Python. Одна вещь, которая скоро появится, это идея декораторов. И точно так же, как мы можем взять значение в Python, например, число, и изменить значение, декораторы — это способ в Python взять функцию и изменить эту функцию, добавив к ней некоторое дополнительное поведение. Так что я создам новый файл под названием decorators.py просто чтобы продемонстрировать, что мы можем сделать с декораторами. А идея декоратора заключается в том, что декоратор будет функцией, которая принимает функцию ввода и возвращает модифицированную версию этой функции в качестве вывода. В отличие от других языков программирования, где функции существуют сами по себе и их нельзя передавать в качестве входных или выходных данных другим функциям. В Python функция — это просто значение, как и любое другое. Ты можешь передать его в качестве входных данных другой функции. Ты можешь получить его в качестве выходных данных другой функции. И это известно как парадигма функционального программирования, где функции сами по себе являются значениями. Так что давай создадим функцию, которая изменяет другую функцию, объявляя, что функция вот-вот запустится, и что функция завершила выполнение просто для демонстрации. Значит, эта функция объявления будет принимать в качестве входных данных функцию f. И это вернет новую функцию. И обычно эта функция завершает эту функцию f некоторым дополнительным поведением, и по этой причине ее часто называют функцией оболочкой. Так что мы можем назвать эту оболочку, чтобы сказать: хорошо, что будет делать моя функция оболочка. Сначала она напечатает о запуске функции, просто чтобы объявить, что мы собираемся запустить функцию. Это то, что я хочу, чтобы мой декоратор объявлений сделал. Тогда давай на самом деле запустим функцию f. А затем давай напечатаем готово с этой функцией. Итак, что делает мой декоратор объявления? Так, это берет функцию f и создает новую функцию, которая просто объявляет с помощью оператора печати да и после завершения работы функции. А затем в конце мы вернем эту новую функцию, которая является функцией оболочкой. Вот это то, что мы могли бы назвать декоратором. Функция, которая берет функцию, изменяет ее, добавляя к ней некоторые дополнительные возможности, а затем возвращает нам некоторый результат. Так что теперь я могу определить функцию под названием hello, которая просто печатает, например, «Привет, мир». А затем, чтобы добавить декоратор, я использую символ add. Я могу сказать это nouns, чтобы добавить декоратор объявления в эту функцию. А затем я просто запущу функцию hello. И мы посмотрим, что произойдет. Я запущу Python decorators.py. И я вижу, что вот-вот запустится функция, затем «Привет, мир», затем «Готово с функцией». Итак, еще раз, почему это сработало. Это потому, что наша функция приветствия, которая только что напечатала «Привет, мир», завернута внутри этого декоратора объявления, где декоратор объявления делает то, что он принимает нашу функцию приветствия для ввода. И это дает нам новую функцию, которая сначала выводит предупреждение о том, что мы собираемся запустить функцию, фактически запускает функцию, а затем выводит другое сообщение. Итак, немного простого примера. Но в декораторах заложена большая сила для того, чтобы очень быстро взять функцию и добавить к ней дополнительные возможности. Вы можете представить, что в веб-приложении, если вы хотите, чтобы могли выполняться только определенные функции, если пользователь вошел в систему. Вы можете представить, как пишете декоратор, который проверяет, вошел ли пользователь в систему, а затем просто используй этот декоратор для всех функций, которые ты хочешь, чтобы они работали только тогда, когда пользователь случайно вошел в систему. Итак, декораторы — это очень мощный инструмент, который могут использовать фреймворки веб-приложений, такие как Django. Просто для того, чтобы немного упростить процесс разработки веб-приложений. Давай взглянем на пару других техник, которые существуют в Python. Одна из них заключается в том, как мы могли бы более эффективно представлять функции. Так что давай представим, что теперь у меня есть
есть. Я назову это лямбда py по причине, которую вы скоро увидите. Давай представим, что у меня есть список имен или людей, например. И внутри этого списка людей каждый человек, вместо того, чтобы быть просто строкой, будет словарем, в котором есть как имя, как Гарри, так и дом, как Гриффиндор. И позволь мне добавить еще одно имя, такое как Чо, и факультет, такой как Равенкла, а затем еще одно имя, такое как Драко, и факультет, такой как Слизерин. Итак, здесь у нас есть список, где каждый из элементов внутри этого списка является словарем, отображением ключей и значений. И это совершенно нормально. В Python у нас есть возможность вкладывать структуры данных друг в друга. У нас могут быть списки внутри других списков, или списки внутри словарей, или в данном случае словари внутри списка. И на самом деле эта вложенность структур данных является одной из причин, по которой в Python очень легко представлять структурированные данные в виде списка людей, где каждый человек обладает различными свойствами. Что я мог бы сейчас сделать, так это что-то вроде сортировки всех этих людей, а затем распечатать их всех. Так что я мог бы сказать люди. Отсортировать, а затем распечатать всех людей. Но если я попытаюсь запустить это, я получу исключение. Я получу исключение, ошибка типа меньше, чем не поддерживается между dict и dict, что немного странно, потому что я вообще нигде в программе не использую меньше символа. Но в трассировке ты увидишь, что строка кода, которую он улавливает, это люди. Сортировка. Каким-то образом people. Сорт вызывает ошибку типа, потому что он пытается использовать меньше, чем для сравнения двух словарей. И это, похоже, означает, что Python не знает, как сортировать эти словари. Он не знает, принадлежит ли Гарри до или после Чо, потому что он не знает, как сравнить эти два элемента. И поэтому, если я хочу сделать что-то подобное, то мне нужно сказать функции сортировки, как сортировать этих людей. И поэтому, чтобы сделать это, один из способов, которым я мог бы это сделать, это определить функцию, которая сообщает функции сортировки, как выполнять сортировку, на что смотреть при сортировке. Так что если я хочу сортировать людей по именам, позволь мне определить функцию, которую я буду просто называть f, которая принимает человека в качестве входных данных и возвращает имя этого человека, просматривая поле имя внутри словаря. Теперь я могу сортировать людей по имени, произнося клавишу сортировки, равную f. Это означает отсортировать всех людей. И способ отсортировать их, способ, которым ты знаешь, как их сравнивать, это запустить эту функцию, где эта функция берет человека и возвращает нам его имя. А это позволит рассортировать всех по именам. Теперь, если я запущу Python lambda py, вы увидите, что сначала я получаю Чо, затем Драко, затем Гарри в алфавитном порядке по имени, тогда как если бы вместо этого я попытался отсортировать людей по их дому. Изменив свою функцию, которую я использую для сортировки, а затем повторно запустив это, теперь я вижу, что сначала Гарри учится в Гриффиндоре, затем в Равенкла, затем в Слизерине, например. Так что вместо этого мы получаем дома в алфавитном порядке. Но причина, по которой я показываю это, заключается в том, что эта функция настолько проста и используется только в одном месте. Python на самом деле дает нам более простой способ представить очень короткую однострочную функцию, используя нечто называемое лямбда выражением. И это способ включить функцию просто как одно значение в одной строке. Я могу сказать, что вместо определения функции, называемой f, я могу избавиться от всего этого и просто сказать сортировка по этому ключу лямбда, которая представляет собой функцию, которая принимает человека и возвращает его имя. Поэтому мы говорим человек в качестве входных данных, а имя человека в качестве выходных данных. Это сокращенный способ сказать то же самое, что мы видели мгновение назад. Определить функцию, дать ей имя, а затем передать имя сюда. Вот это полная функция, которая принимает человека в качестве входных данных и возвращает его имя. Так что Python lambda py это фактически отсортирует людей по имени Чо, затем Драко, затем Гарри. Тогда как если бы я вообще отказался от этого ключа, а затем попытался отсортировать, что же, тогда мы получим эту ошибку типа. Потому что мы не можем сравнить эти два словаря. Так что сейчас мы видели много различных исключений по всему Python. Итак, самый последний пример, который мы рассмотрим, это пример того, как справляться с этими исключениями, например, что делать, когда что-то может пойти не так. Если мы хотим, чтобы наша программа могла обрабатывать эти возможные исключительные случаи, ситуации, когда что-то действительно может пойти не так. Так что давай попробуем привести пример. Я создам новый файл, который я собираюсь назвать exceptions py. И что же exceptions py? Все, что мы собираемся сделать, это получить какой-то вклад. Он скажет: давайте получим целочисленный ввод, называемый x, и давайте получим целочисленный ввод, называемый y. А затем он распечатает результат x, деленный на y. Таким образом, результат равен x, деленному на y. А затем давай распечатаем что-то вроде x, деленное на y, равно результату.
и мы можем буквально распечатать значения x и y. Так что это простая программа, которая просто выполняет некоторое деление. Получи значение x, получи значение y, раздели их и распечатай результат. Мы можем попробовать запустить это, запустив исключение Python. Py, если бы я набрал 5, а затем 10, 5 разделенное на 10, составило 0,5, именно то, что я мог бы ожидать. Но что же сейчас может пойти не так? Ты помнишь из математики в делении, что может пойти не так? Так это если я веду 5, а затем 0. Попытаюсь сделать 5, деленное на 0. Что произойдет? Ну, когда я это делаю, я получаю исключение. Я получаю ошибку деления на 0, которая возникает всякий раз, когда вы пытаетесь разделить на 0. Я бы хотел, чтобы в этом случае моя программа не отображала какую-то беспорядочную ошибку и трассировку, подобную этой, а так сказать, изящно обрабатывала исключения, чтобы иметь возможность уловить, когда пользователь делает что-то не так, и вместо этого сообщить о более приятном сообщении. И как же я могу это сделать? Но одна вещь, которую я могу здесь сделать, это вместо того, чтобы просто сказать, что результат равен x над y, я могу сказать: попробуйте сделать это. Попробуйте установить результат равным x, деленному на y, а затем скажите, за исключением случаев, когда происходит ошибка деления на 0. Тогда давай займемся чем-нибудь другим. Давай выведем: ошибка не может быть разделена на 0, а затем выйдем из программы. Как выйти из программы? Оказывается, в Python есть модуль, который называется sys. И если я импортирую модуль sys, я могу сказать sys exit 1, что означает выход из программы с кодом состояния 1, где код состояния 1 обычно означает, что в этой программе что-то пошло не так. Так что теперь я пытаюсь разделить x делится на y, за исключением того, что у меня есть обработчик исключений. Это выражение «попробуй», кроме как. Я говорю «попробуй сделать это», за исключением случаев, когда происходит это исключение, вместо того, чтобы вызвать сбой программы, просто распечатай это сообщение об ошибке. Не можешь разделить на 0, а затем выйдите из программы. Так что теперь давай попробуем это Python exceptions. Py. Опять же 5 и 10 работают совершенно нормально, дают мне значение 0,5. Но теперь, если я попробую 5 и 0, нажму кнопку возврата, я получу ошибку. Не могу разделить на 0, никакого длинного исключения, которое будет выглядеть сложным для пользователя. Это больше не беспорядочно. Я смог изящно справиться с исключением. Теперь еще одно исключение, которое может возникнуть. Это то, что если вместо x5 я веду слово типа «привет», что-то, что не является числом. Теперь я получаю исключение другого типа, ошибку значения, которое возникает, когда я пытаюсь преобразовать что-то в int. Потому что hello не может быть преобразован в целое число с основанием 10. Ты не можешь взять текст, который не является числом, и превратить его в целое число. Так что вместо этого я получаю вот эту ошибку значения. Как мне с этим справиться? Ну что же, я могу справиться с этим почти таким же образом. Когда я получаю эти входные данные x и y, я могу сказать, что вместо того, чтобы просто получать входные данные, просто попытайтесь получить входные данные. За исключением случаев, когда происходит ошибка значения, а это та область, которую мы получили мгновение назад, это ошибка значения. Затем выведите ошибку неверного ввода и продолжайте sys exit 1. Так что теперь я смог справиться и с этой ошибкой. Я могу сказать, что Python exceptions. Py. Я могу поздороваться. И я просто получаю ошибку неверного ввода. Я могу разделить на 0. Я получаю ошибку не могу разделить на 0. Но если я веду допустимые значения x и y, то получу результат деления одного числа на другое. Обработка исключений часто является полезным инструментом, если вы ожидаете, что некоторые строки кода, которые вы, возможно, выполняете, могут столкнуться с какой-то проблемой. Будь то ошибка значения, ошибка деления на 0 или какая-то другая ошибка, чтобы иметь возможность корректно обрабатывать эти ошибки. И это, вероятно, то, что тебе нужно, если ты собираешься создавать веб-приложение с использованием Python. Это возможность сказать, что если что-то пойдет не так. Мы хотим красиво обработать ошибку, отобразить приятную ошибку. Сообщение пользователю с сообщением о том, что случилось, вместо того, чтобы полностью вывести программу из строя. Вот некоторые из ключевых функций этого языка программирования Python, языка, который дает нам возможность определять эти функции, циклы и условия очень удобными способами. Создать классы, где мы сможем начать создавать объекты, способные выполнять различные типы задач. И в следующий раз, используя Python, мы сможем проектировать веб-приложение таким образом, чтобы пользователи могли отправлять запросы в наше веб-приложение и получать какой-то ответ. Значит, мы увидимся в следующий раз.